В недавнем видео мы рассматривали топ аниме от автора Боевого континента. Среди них были Трон, отмеченный Богом, и Мастер Льда и Пламени. Однако есть еще одно крутое аниме этого автора, события которого происходят в той же вселенной, что и Боевого континента. Называется оно «Страна чудес». Это экранизация романа Танзя Саншао «Таинственные моря и чудесные земли. Бесподобная бусина». На самом деле, эта часть лишь одна из историй Страны чудес. Есть также «Жемчужина» или «Бусина морского дракона» и «Жемчужина преисподней». Аниме довольно свежее. Вышло в 2022 году и уже выпущено около 20 серий. Качество графики просто отличное, моделирование персонажей и визуальная составляющая на высшем уровне. В некоторой степени эти новые аниме «Страна чудес» и «Трон, отмеченный Богом» даже превосходят Боевой континент в плане графики. И это неудивительно, ведь они были выпущены недавно и намного новее, чем Боевой континент. Хотя аниме «Страна чудес» снимает совсем другая анимационная студия, однако у него есть все шансы стать таким же популярным, как Боевой континент, и оно вполне может возглавить новые рейтинги. Согласно описанию, астероид, на котором обитали злобные монстры, падает на сказочный континент. Случилось то, что было давно предсказано в книге пророчеств. Континент оказывается раздроблен на несколько частей. Спустя 300 лет зло пробуждается, и начинается борьба за выживание. Действие сюжета этого аниме разворачивается на волшебной планете Фалан. Это место чрезвычайно богато энергией неба и земли, почти равно божественной сфере. По сути, энергетический уровень самой этой планеты намного выше планеты Боевого континента и является практически уровнем Божественного Царства. Поэтому боги в этом мире спокойно могут жить на Земле, не поднимаясь в Божественные Царства. На всей планете есть только один большой континент, и он называется Сказочный или Волшебный континент. Также на нем есть две главные империи. Это планета, на которой Тансан перевоплощается в Боевом континенте 5, и по сути эту часть можно считать приквелом книги о чудесных жемчужинах. Главными героями являются Фахуа из Города Мудрости и Ланге из Громового Города. Совершенно случайно они нашли удивительный артефакт и получили возможность призывать друг друга. Фахуа – самый выдающийся гений в области права, он контролирует свод законов. Ланге – лучший гений Синего Царства, он защищает свободу, хорош в бою и управляет стихиями. Из интересного здесь появляется внук Тансана. Ланге и Фахуа познакомились с внуком Тансана Сяву, Ходжанзы, после предыдущего великого соревнования трех царств. В то время Ходжанзы предупредил этих двоих о предстоящей катастрофе и посоветовал им повзрослеть как можно скорее. Однако лишь спустя время они наконец поняли, о какой катастрофе говорил Ходжанзы. Чтобы избежать разрушения мира, все расы объединились вместе. Однако они не могли предвидеть, что континент расколется на части и превратится в 7 морей и 6 регионов. Человеческая раса была поделена на 3 области – юридическую, синюю область и священную, которые частенько противостояли друг другу. Каждая из этих областей отправила людей из разных стран на поиски бесподобной жемчужины, одной из 7 бусин Бога, которые когда-то составляли божественный артефакт. Они были давно утеряны, а теперь одна из них снова появилась в мире. 7 бусин Бога были созданы, чтобы предотвратить приземление мира войны, но в конце концов только часть из них преуспела, а сами эти бусины Бога были усовершенствованы Тансаном. С точки зрения мироздания, боевая мощь этого мира варьируется от 1 уровня до 12, из которых уровни с 1 по 9 соответствуют духовным кольцам с 1 по 9, а уровни с 10 по 12 соответствуют уровню Бога. Достигший 10 уровня зовется Звездным Богом, на уровне 11 это Лунный Бог, а уровень 12 – Великий Бог. Те, кто выше 12 уровня, называются королями-богами. Раса злых монстров самая сильная. У них большое количество лунных богов, есть даже предок силой короля бога. На этом континенте большое значение играет принцип превосходства крови. Чем выше уровень родословной, тем больше будет сила и потенциал. На самом деле можно еще очень много всего рассказать. Этот мир намного более обширный и сложный, чем в Боевом континенте. А учитывая, что есть целых 3 книги по вселенной Страны чудес, это аниме имеет огромный потенциал на будущее. Спасибо большое за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом аниме. А если уже смотрите, поделитесь вашими впечатлениями. Подписывайтесь на канал и всем пока.